Друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. И грянул гром, проснулся Тор, и у Цундапа старого взревел мотор. А о чем это говорит? А это говорит о том, что у меня гость, и это Карстен. Алло. Это комрад из Германии, приехал ко мне в гости, и мы едем на восток области. Мы будем что-нибудь искать из полей, чтобы покопать. Карстен очень хочет покопать. Hallo, ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Я. Ну что, друзья, вперед, поехали. Вы посмотрите, что творится, друзья. Это просто караул. У нас всю ночь громыхало в светлом. А теперь мы двигаемся на восток, и здесь и того пуще дела творятся. Батюшки мои. Ребят, там впереди облако вот то. Я прям вижу, как с него льется. Какая-то жесткая прокачка идет. Остановились в Гусеве, чтобы лося посмотреть. Заехали на немецкое кладбище. В основном по Первой мировой захоронение. Это по дороге в поселок Чистые пруды. Решили с Карстеном заехать на мост железнодорожный в Токаревке. Посмотреть. Кстати, мост еще немецкий, высота около 30 метров. Сейчас пойдем смотреть. Очень жарко у нас. Very hot. Я? Ja, gut, alles gut. Посмотрим, как тут ступеньки. Раньше были так себе. Нормально. Вообще тенечек отлично просто, друзья. Заехали в поселок Краснолесье. Памятник. Память о погибших в период Первой мировой войны. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании.
Также в Краснолесье памятник уже советским воинам. Остановись и помолчи мгновение пред камнем скорби памяти людской, и поклонись, умой слезой безмерной, всех подаривших счастье нам с тобой. Презент мне привез, чисто немецкий. Оп, посмотрите, друзья, ой, какая красота. До этого на целый год хватит. Этого хватит на целый год, друзья. Данки шон, Карстен. Bitte schön. Нашли поле со стерней. Карстен уже работает. Работает непосредственно со вторым Деусом. Потому что я сегодня чисто на камере, друзья. По карте здесь был дом. Вот исследуем обстановку. Начало положено. Обратите внимание на сапоги Карстена. Чисто бундесвер, друзья. Это бундесвер. Набрели на хмель, друзья. Посмотрите, красота какая. В спину долбит 34 градуса. Мы просто в шоке. Очень жарко, да, Карстен? Ходим вот так по полю вдоль. Гильзы всякие, то мосиновские отстрел, то ппшовский, то немецкие. Да, что-то есть еще, друзья. Вон она лежит. Ага, латунная пуговка. Опа. Sie schauen ja den Kanal von Rivalov Karpalte. Sehr interessante Sachen hier zu sehen, die wir finden. Gut. Не, что-то шрапнель. По Первой мировой тут было много. В основном-то по Первой мировой и была шрапнель. Ага. Фурнитура пошла. Латунь причем. Я не помню уже от чего это, с чем это. С сумкой с какой-то или с ранцем связанная. Das ist gut. Посмотрите, друзья. Was ist das? Müssen wir schauen. Сейчас мы вот так вот. О, Vom Koppel. ja. Зацеп. Schön. Schon. Gut. Gut, sehr gut. Есть какие-нибудь клеймы или нет? Надо чистить. Ну, хорошая находка, друзья. Друзья, кто рулон с сеном потерял, он здесь, если что, лежит, короче, его скинули. Не понимаем, в чем дело. Как бы вот поле, вот он в кустах валяется. Может, кто ищет. Здесь он лежит. Всяческая хозяйственная утварь, друзья, выпрыгивает. Идем дальше. О, Eine Gabel. посмотрите, когда-то была. Жалко, что не Ростфрай, конечно же, да? Нет, rostfrei. Нет, Ростфрай. Вот под деревом какой-то огромный сигнал. Сейчас попробуем его выкопать. Так еще вокруг решили проверить.
И вот медная проволока идет вглубь. Какие-то сигнальчики есть. Сейчас Карстен проработает его. Опа. Медяшку-то никто не отменял, друзья. Я стронгмен. Я, данке. Bitte. Пожалуйста. Забираю в накопитель. Карстену не отдаю медь на экспорт. Покопали, друзья, 5 минут. Оказался там лист какой-то жестяной. Очень жарко, посмотрите. Мокрые все, вообще уже караул. По деревам сигнал какой-то, друзья. Ага. Что за яйцо? Ложка, наверное. Ага. А, она отломанная. Жалко. Ein Teelöffel. Я. Ага. Не, можно блесну сделать. For fish. Für Eis. Ага. Какой-то сигнальчик есть у нас. Ключик. Стало быть, немецкий. Deutsches? Ja. Очень жарко, ребята. Очень жарко. 35, не меньше. Со Светлого люди звонят, говорят, там дожди, блин, льют вовсю. У нас здесь в Гусевском, Нестеровском районе жарища просто неимоверное. Карстен говорит, Павел, говорит, поехали отсюда уже быстрее. Жарища такая, батюшки мои. Сейчас поедем еще на Матишкимен заедем, заодно вам покажу. Ну, коп сегодня, блин, просто экстремальный, не обессудьте. Так, чисто, больше на экскурсию поехали. Ну, что-то даже выкопали зацепчик от ремня, что тоже неплохо. Сейчас поедем на Матишкимен еще. И, может, еще в какие-нибудь места интересные заедем. Я вам покажу, не переключайтесь. Поехали. Вот и Матишкимен. Угу. «643 немецких и 438 русских солдат. 20 августа 1914. Здесь покоятся 438 российских и 646 германских воинов, павших 20 августа 1914 года в центре Гумбинин-Гальдапского сражения. Здесь, на Гумбининском поле, геройские полки и батареи русской 27-й пехотной дивизии нанесли поражение германскому 17-му армейскому корпусу и этим определили исход и Гумбинин-Гальдапского сражения, и всей Первой мировой войны.
Здесь офицеры Первой мировой, немецкие, получается. Карстен говорит. Leutnant, Угу. Oberleutnant, Угу. Leutnant, 11. Kompanie, Infanterieregiment 128. Leutnant der Reserve. Ein unbekannter deutscher Offizier. Infanterieregiment 21. Unteroffizier, Reservist. Резервист? Reservist. Угу. Почему-то некоторые памятники простреляны. В какой период уже это вот эти попадания были? На некоторых замазаны отверстия. Мне кажется, это уже во Вторую мировую войну прилетало. В Черняховске остановились. Столпаков не обошлось. Друзья, ну все, закончили сегодняшний выезд, прокатились на восток области, жара так и не спала. Со Светлого люди звонят, у них то дождь, то солнце, а у нас весь день жара под 35 градусов. Так что вот такие вот новости. Всем до новых встреч. До свидания. Auf Wiedersehen. Всем пока.